Сегодня я говорю как женщина, которая видела, как меняется организм после 50. Это не история болезни. Это инструкция, как нужно действовать, чтобы поддержать тело и снизить риски. После 50 лет клетки обновляются медленнее, иммунитет уже не тот, а скрытые воспаления могут годами разрушать организм. И если вы досмотрите до конца, я дам точную схему питания и напитка, который усиливает защитные механизмы на клеточном уровне. Поставьте лайк уже сейчас, чтобы не потерять это видео, и обязательно подпишитесь, потому что дальше будет то, о чем редко говорят открыто. Первое правило после 50– ежедневно добавлять в рацион продукты с доказанным противовоспалительным действием. Основа – крестоцветные – брокколи, цветная капуста, брюссельская капуста. В них содержится сульфорафан – вещество, которое поддерживает естественную детоксикацию печени. Как правильно употреблять? 150-200 граммов брокколи в день. Лучше слегка припарить 3-4 минуты или есть мелко нарезанный в салате с оливковым маслом. Важно не переваривать, иначе активные вещества разрушаются. Есть минимум 5 раз в неделю. Второй ежедневный компонент – куркума. Но просто добавлять ее в еду недостаточно. Рабочая схема – пол чайной ложки куркумы, плюс щепотка черного перца, плюс 1 чайная ложка оливкового масла. Перемешать и добавить в теплую пищу или развести в 100 мл теплой воды. Принимать 1 раз в день после еды, курсом 30 дней, затем перерыв 2 недели. Перец усиливает усвоение куркумина в десятки раз. Это не лечение, это поддержка защитных процессов организма. Третий продукт – чеснок. После 50 он становится стратегическим союзником. Но есть его нужно правильно. Раздавите зубчик и оставьте на 10 минут. Так активируется аллицин. Затем добавьте в салат или съешьте с кусочком цельнозернового хлеба. Достаточно 1 зубчика в день 4-5 раз в неделю. Если есть проблемы с желудком, добавляйте в готовые блюда. Не употребляйте натощак. И четвертый элемент ежедневной защиты – зеленый чай. Заваривайте 1 чайную ложку листового чая на 200 мл воды температурой 80 градусов. Настаивать 5-7 минут. Пить 1-2 чашки в первой половине дня. Он содержит катехины, антиоксиданты, поддерживающие иммунные клетки. Дальше я расскажу, какой напиток усиливает этот эффект в 2 раза. Не переключайтесь, дальше будет самое важное. Теперь о том, что усиливает действие питания. Это клетчатка. После 50 кишечник работает медленнее, а именно от него зависит до 70% иммунной защиты. Каждый день добавляйте 1-2 столовые ложки молотого льняного семени. Как принимать? Утром во время завтрака, запивая стаканом теплой воды. Можно добавлять в кефир или натуральный йогурт без сахара. Лен мягко поддерживает выведение лишнего и помогает нормализовать микрофлору. Минимальный курс – 30 дней. Пятый обязательный продукт – ягоды. Особенно черника, клюква, малина. В них содержатся антоцианы, мощные антиоксиданты. Норма – 100-150 грамм в день. Можно замороженное, но без сахара. Добавляйте в кашу, йогурт или ешьте отдельно. Важно не подвергать длительной термической обработке. Если есть предрасположенность к повышенному сахару, сочетайте ягоды с белком, чтобы не было резкого скачка глюкозы. Теперь о белке. После 50 его недостаток – частая ошибка. Иммунные клетки строятся из аминокислот. В рационе ежедневно должно быть не менее 1,2 грамма белка на 1 килограмм веса. Это рыба, яйца, бобовые, индейка. Рыбу 3 раза в неделю по 120-150 граммов, предпочтительно запеченную или приготовленную на пару. Жарка на сильном огне исключается, она образует нежелательные соединения. Переходим к напитку, который усиливает антиоксидантную защиту. Рецепт. 1 чайная ложка шиповника измельченного, 1 чайная ложка гибискуса, 250 мл горячей воды, 90 градусов. Настоять 15 минут под крышкой. Пить по 1 стакану в день во второй половине дня курсом 21 день. Этот напиток поддерживает сосуды и снабжение тканей кислородом.
не использовать при выраженной гипотонии без консультации врача. И теперь движение. Без него питание не работает на 100%. Каждый день выполняйте простое упражнение для лимфатической активации. 5 минут легкой ходьбы на месте с мягкими перекатами стопы и подъемом рук вверх на вдохе. Затем 10 приседаний в медленном темпе, без рывков. Это улучшает кровообращение и обмен веществ. И именно сейчас напомню, если информация полезна, поставьте лайк и напишите в комментариях «Забочусь о себе». Впереди ключевой элемент ежедневной защиты. Теперь я подхожу к тому, о чем редко говорят вслух – хроническое скрытое воспаление. После 50 оно может протекать тихо, без симптомов, но именно оно создает неблагоприятный фон для клеток. Поэтому следующее правило – убрать ежедневные провокаторы. Избыток сахара, переработанные продукты, копчености. Простая схема. Если в составе более 5-6 ингредиентов, и вы не понимаете половину слов, это не ваш продукт. Основа тарелки – овощи, белок, полезные жиры. Чем проще, тем безопаснее. Особое внимание омега-3 жирным кислотам. Они помогают поддерживать баланс воспалительных процессов. Лучший источник – жирная рыба, скумбрия, сельдь, сардина. Порция 120-150 граммов 2-3 раза в неделю. Если рыбы мало, можно использовать качественное рыбье масло – 1000 мг в день во время еды курсом 1-2 месяца, затем перерыв. При проблемах со свертываемостью крови только после консультации специалиста. Есть еще один простой, но мощный продукт – грецкие орехи. Достаточно 4-5 половинок в день. Они содержат полифенолы и полезные жиры. Важно не жарить и не солить. Добавляйте в салат или употребляйте отдельно во второй половине дня. Это поддерживает сосуды и обмен веществ. Но помните, орехи калорийны, превышать норму не стоит. Теперь о дыхании. Да, это часть профилактики. Каждое утро 5 минут глубокого диафрагмального дыхания. Вдох на 4 счета через нос, живот расширяется. Выдох на 6 счетов через рот. Повторить 10-15 циклов. Это улучшает насыщение тканей кислородом и снижает уровень стресса. А стресс – один из факторов, который ослабляет защитные силы организма. Делайте это ежедневно, сразу после пробуждения. И еще один напиток, который можно включить курсом – имбирный настой. 3-4 тонких ломтика свежего имбиря, залить 300 мл горячей воды. Настоять 10 минут. Пить по одной чашке утром после еды 14 дней. Он мягко стимулирует обмен веществ при гастрите или повышенной кислотности с осторожностью. Дальше я объединю все в четкую ежедневную схему, чтобы вы знали, как выстроить защиту шаг за шагом. А теперь системность. После 50 важно не иногда правильно, а ежедневно по схеме. Утро – стакан теплой воды. Затем завтрак с белком и 1 столовой ложкой молотого льна. Через 20-30 минут – зеленый чай. Днем основное блюдо со 150-200 граммами крестоцветных овощей и источником белка. Вечером – легкий ужин без переедания. Можно добавить ягоды или несколько орехов. Раз в день – смесь куркумы с перцем. 5-10 минут движения ежедневно. Эта структура создает устойчивость, а не разовый эффект. Очень важный режим сна. Я всегда подчеркиваю, восстановление происходит ночью. Ложиться желательно до 23:00, минимум 7 часов сна. За 1-2 часа до сна исключить яркий свет экранов. В спальне прохладно и темно. Недостаток сна нарушает гормональный баланс и снижает иммунную активность. Питание без сна не даст полной поддержки, организм просто не успевает восстанавливаться. Контроль веса – еще один фактор. Речь не о строгих диетах, а о снижении висцерального жира. Для этого регулярная ходьба 30 минут в умеренном темпе 5 раз в неделю. Если есть возможность, добавить легкие упражнения с собственным весом 2-3 раза в неделю. Приседания, отжимания от стены, планка 20-30 секунд. Это поддерживает обмен веществ и чувствительность к инсулину. И главное – регулярность обследований.
Даже самый правильный рацион не заменяет профилактических осмотров. После 50 необходимо проходить рекомендованные скрининги, сдавать анализы по возрасту и полу. Натуральные средства – это поддержка организма, но внимательное отношение к здоровью – основа безопасности. Не игнорируйте сигналы тела. Сегодня я показала вам не чудо-средство, а систему ежедневной поддержки после 50. Простые продукты, умеренные дозировки, движение, сон и осознанность. Это стратегия, которая работает только при постоянстве. Если вы досмотрели до конца, напишите в комментариях «Начинаю сегодня». Поставьте лайк, чтобы больше людей увидели это видео, и обязательно подпишитесь на канал. Впереди еще больше практических схем для здоровья и долголетия. Спасибо за доверие и до новых встреч!